Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Пробежимся сегодня по аквариумам. Посмотрите на состояние рыбок. Начнем мы с верхнего яруса, вот с третьего. Вот здесь у меня такое количество разноцветной тернеции. На этой недельке был у нас продуктивная, там, скажем, была неделька. С этого аквариума уехало 8 рыбок. Я вам расскажу, сколько рыбок мы реализовали. А кто досмотрит до конца, еще увидит, какие перемещения произошли на разводне. Так, вот наша голубая тернеция. Немножко отсвечивает стекло. Здесь было забрано отсюда 10 рыбок. Ну и в подарок 5 бесцветных. То есть 10 синеньких и 5 бесцветных. Конечно, это незаметно от такого количества, но все же приятно. Вот в этом аквариуме, который находится у нас на втором ярусе, в основном желтая, красная тернеция, есть немного розовой и желтой. Ну, бесцветная, понятно, попадается тоже. Она очень хорошо уходит в нагрузку к общему количеству рыбок, которые продаются. Вот рыбки, такое их состояние, чувствуют себя хорошо. Порядок. В соседнем аквариуме у нас находятся тоже красные тернеции, которые пробовали уже нереститься не один раз. Но в последнее время что-то у них не очень с нерестами, поэтому я их отдельно отсадил сюда и потихоньку подкармливаю их живым кормом. Ну, основной-то у них сухой, гранулы, но попадает им сюда аулофорус и бывает артемия живая. Возможно, мы их еще тоже не один раз отнерестим. Итак, в этом 20-литровом аквариуме у нас находится тоже тернеция, желтая, розовая и оранжевая, немножко другого возраста, они помоложе, где-то им год и 2 месяца. И на дне у нас такая небольшая компания подростков анциструсов. Тоже их здесь совсем мало осталось. 2 рыбки отсюда уехало на этой неделе. А остальные все чувствуют себя нормально. Вот еще один аквариум на втором ярусе. Значит, здесь у нас производ голубого неона. Несколько пар крапчатого сомика. Кстати, они в последнее время что-то начали резко нереститься. Но я игру, конечно же, не забираю. Сомики пока есть. Хотя можно их отсадить в отдельный аквариум. Либо вот этих рыбок убрать, рассадить по другим. И, я думаю, будет результат. Ну, посмотрим. Пускай пару раз они вот отнерестились. Возможно, на следующий раз мы их и отсадим. А там будет видно. Так, возвращаемся на третий ярус. Вот такой кубик у нас 100-литровый. Здесь у нас небольшое количество гуппи, рожающих плодотворно, тернеции, которые тоже у нас приносили потомство. И трио, да, самец и 2 самочки, анциструсы. Вот они тоже неплохо дают потомство. И икру в том числе, потому что не всегда мы эту икру инкубируем, но делают они это с удовольствием и довольно часто. Вот смотрите, как подросли у нас компания вот эта анциструсов. Кстати, едят сухой корм уже полным ходом. Вот буквально только что насыпал им минут 20 назад. Они уже, конечно, понаедались. Вот корм сместился туда дальше к распылителю. Любят они вот посидеть на коряжке. Смотрите, какое их количество на коряге. Во. Помогает им в пищеварении. А остальные рассредоточены по всему аквариуму. И нормально они себя здесь в тернеции чувствуют. Все у них хорошо.
Тернецию, конечно, я кормлю еще в основном, даю им артемию живую. Но все, что остается от того, что они не съели, опускается, соответственно, на дно. Ну и сомики здесь быстро находят эту питательное ракообразное, скажем так, рачок артемии. Так, буквально в предыдущем видео я говорил, что мы этих всех рыбок пересадим, что все времени не хватает. Но я вам скажу, что ролик мы еще не заканчиваем. Возможно, мы их еще и пересадим. Вот у нас такое количество гуппи. Уже они такие капитальные выросли в нерестовике. Вот такое количество данио. Вот такое количество у нас одного вида меченосцев. Тут уже и гуппи, и меченосцы. Солянка полная. И здесь тоже. Это две разные самочки дали нам малька. Вот такие красавчики уже выросли. Ну, конечно, мы их пересадим. Кто-то смотрит видео до конца, конечно же, это все увидит. А сейчас я вам отвечу на один вопрос, который поступил от зрителей канала. А вопрос звучит так. Если скрестить рыбок разных цветов, какие получатся мальки? Это касается вот данио, у нас такое количество есть. Также вот тернеции разного вида, вернее не вида, а цвета, да. Значит, ну, по идее, я когда-то экспериментировал, такой момент у меня был. Значит, получается примерно где-то 35-40% одного цвета и 35-40% другого. А уже вот эти вот 20%, которые остаются, да, от 100 общего количества, от общего количества 100%, то есть 20%, могут быть либо бесцветные рыбки, либо рыбки какого-то нового такого оттенка, который отличается от производителей. Вот даже здесь вы у меня видите вот данио, да, есть вот зеленые, есть красные, есть синие. Синих у меня вообще никогда не было, они сами по себе получились, потому что вот скрещивание проходит между цветными рыбками. И вот синие, стандартный их размер, вернее стандартный их цвет иногда бывает получается. То же самое и у тернеции. Так что можно смело скрещивать рыбу. Главное, чтобы были хорошие производители, которые хотели размножаться и давать потомство. И все будет нормально. Можно даже в некоторых нерестах получить рыбку совсем такого цвета, которого даже у вас никогда не было на разводне или там в аквариуме. Итак, 40-литровый аквариум. Основная масса рыбок — это крапчатый сомик. Уехало отсюда 7 рыбок на этой неделе. Но еще количество такое достаточно серьезно. Они чувствуют, что будет им давать кушать, поэтому начали уже движения по стенкам такие изображать. Вроде бы как они ищут пищу. А так все у них нормально. Итак, на третьем ярусе вот такое у нас еще количество фиолетовых, которых мы пересаживали с меньшего аквариума где-то пару недель назад. Желтые, синие. Даже зеленые он проскакивает. Но зеленые почему-то даже размножаться у меня не хотят. Я уже неоднократно это говорил. Либо надо новых производителей купить себе и вырастить. Либо, я не знаю, либо пробовать все-таки этих. Возможно, какой-то стресс у них произойдет, и они дадут потомство. Надо будет это попробовать. Когда мы мальков пересадим, освободим все нерестовики, тогда попробуем еще раз тернецию различных, либо различных цветов возьмем. Зеленую там самочку или самца, а самочку или самца другой половинки возьмем другого цвета. Попробуем отнерестить. В этом аквариуме гуппи по-прежнему размножающиеся и дающие потомство. Микс. Колба наша, или там гнездо, так сказать. Самец там сидит в середине, один хвост торчит. А нет, он уже вылез, вон у него. Не, сидит, думал вылез. Сидит на стреме. И самочки вот две, смотрите, красавицы. Возможно, даже будет нерест, потому что он там чистит дупло. Но пока только сидят, ждут. Посмотрим, что у них произойдет. Возможно, будет результат. Вот еще чуть не забыл. Венесуэла Оранж. Тоже 5 рыбок
убыло отсюда. Но все равно количество их нормальное. Кстати, вот буквально вчера я замечал, у них здесь прямо в этом аквариуме был нерест. Вот видно такие крупные самочки. Есть их прямо заметно уже, они уже заметно их видно. И самцы худенькие такие. Ну, то есть, тоже можно попробовать получить от них свежее потомство молоденьких рыбок. А вот смотрите, друзья. Данио смотрят на нас. Хотел отсаживать сегодня зеленых рыбок на нерест. Но пока занимался здесь с остальной рыбкой, эти товарищи устроили нам бешеный нерест. Сейчас я вставочку вставлю, посмотрите. Правда, может, звук будет не очень, но как поймал их, так и заснял. Вот, пожалуйста, в очередной раз тусовка у Данио. Смотрите. Так, вставочку небольшую такую сделаю. Вот. И думаете, что они там делают? Я думаю, что они там так красиво нерестятся. Вот такое интересное явление. Хотел сегодня зеленых отсадить на нерест, но не знаю, стоит ли после этого что-то еще думать и делать. Вот такие они прикольные рыбки. И вот такие у них там разборки, так сказать. Так, ну а здесь, как вы видите, у нас освободилось вот два нерестовика, пустые стоят. Данио пока еще на месте. И вот освободился нерестовик с гуппи. Сейчас посмотрим, где у нас эти рыбки оказались. Итак, вот в нижнем аквариуме пересажены два выводка меченосцев красных. Здесь кубинцы и берлинцы есть, и просто красные. Короче, разнообразный микс. Ну, две самочки отнерестились, они жили в общем аквариуме с разными самцами, поэтому, соответственно, и получились малыши такие, трех сортов. Вон, видите, с черными хвостами есть. Есть такие, что с полосой черной, а есть чисто красные. Ну, вообще, красная рыбка очень хорошо смотрится, ну, не только меченосцы, ну, там и тернеция, и данио. Очень хорошо смотрится в травниках, там, где есть зеленые растения, либо фон задний зеленый, как бы вроде бы такой, как вроде бы растения там. Ну, короче, меченосцы будут пока находиться здесь. Вот такое их количество получилось. Вот так лучше видно, сколько их. Я ниже опустил камеру. Вот такое, я думаю, больше сотни здесь. Значит, часть гуппи из того одного небольшого нерестовика переехала вот сюда. Здесь их, соответственно, стало побольше. Вот, часть уехала вот сюда. Вот здесь тоже их стало чуть побольше. Акклиматизируются сверху, пока плавают. Так, и немножко вот сюда я забросил. Вот тоже сверху плавают рыбки. Тоже акклиматизируются. Ну, я так зачерпнул с очком. Кто попался, тот попался и сюда. Ну, я думаю, что им нормально здесь будет всем. Вот сом огромный. Решил немножко почистить стекла. Увидел, что я снимаю, и вот он творит здесь. Работает, работает, работает. Вот такие они чистильщики. Кстати, я говорил уже неоднократно, если у кого такой большой аквариум, для того, чтобы вы меньше времени тратили на чистку стекол, приобретите себе 2-3 анциструса.
И проблемы со стеклами, соответственно, уйдут. Вот обратите внимание, они даже по дну, когда ползают, видите, вот весь мусор, его можно трубочкой свободно убрать. Он не прилипает к дну. А если дно так не чистить, то оно будет не зеркальное, вот такое, как здесь вот рыбка отображается. Оно будет просто, вот это вот весь отходы жизнедеятельности, они прилипнут к дну. И все, их потом не отдерешь ничем. Вот смотрите, вот анциструсы сидят, вот их тут 3 таких больших. Вот они работают, смотрите, дно прозрачное, ну как прозрачное, как стекло, да, как зеркало. А вот мусор такими кучками собрался, его трубочкой просто раз-раз собрал, и все чисто. Вот такие это дела. А вот такие у нас красные тернеции красивые. Ну что, друзья, спасибо всем за просмотр. Смотрите видео, которые появились на экране. Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом. Желаю всем удачи, добра, всяческих благ человеческих и всего самого-самого наилучшего. До встречи на канале Разводня как хобби. Пока-пока.